Понять без слов. Ученые раскрыли секрет собачьей привязанности. Понять без слов. Ученые раскрыли секрет собачьей привязанности. 8 часов ровно, знак авторского права. Deposit photos/vadim photo@gale.com. И собака смотрит друг на друга. Знак авторского права. Deposit photos/vadim photo@gale.com. Москва, 16 января. РИА Новости. Альфия Никеева. Благодаря современным технологиям ученым удалось заглянуть в голову животным. Наблюдения за мозговой активностью братьев наших меньших показали, что они чувствуют и воспринимают мир, как мы. Собаки могут понимать человеческую речь, кошки действовать на основе предыдущего опыта, а сороки узнавать себя в зеркале. Богатый внутренний мир. В 2006 году нейробиологи из Кембриджского университета с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, ФМРТ, исследовали мозговую активность женщины, получившей серьезную травму головы в автомобильной аварии. По всем клиническим параметрам состояние пациентки было вегетативным, то есть никаких внешних проявлений ментальной деятельности не наблюдалось. Однако, заговорив с женщиной, ученые заметили усиление активности в левой лобной доле мозга, отвечающей за восприятие речи. Кроме того, активность повышалась в областях коры, связанных с ориентацией в пространстве в те моменты, когда пациентку просили представить себя играющей в теннис. Выходило, что отсутствие внешней реакции вовсе не означает, что человек ничего не чувствует. 2 года спустя группа американских психологов частично подтвердила эти данные. Причем американцы пошли дальше и с помощью разработанной ими технологии анализа зрительной коры определяли не только то, что испытуемый смотрит на объект, но и характер этого объекта, человек, предмет, сцена. Кроме того, в некоторых случаях удалось установить, находился ли объект перед глазами участника эксперимента или это лишь воспоминания. Получается, что конкретные физические параметры мозга вполне можно представить в виде абстрактных психических состояний, в данном случае зрительных образов. А значит, наблюдение за мозговой активностью животных способно рассказать, что на самом деле чувствуют братья наши меньшие. 10 августа 2018 года, 11 часов 29 минут. Нейрофизиологи открыли центр пессимизма в мозге человека. Собачья преданность. Первым разобраться с чувствами животных решил американский нейрофизиолог Грегори Бернс из университета Эмори в Атланте. В течение 2 лет его команда учила 5 десятков собак выполнять команды, находясь в медицинском томографе. По воспоминаниям ученого, опубликованным в книге «Что значит быть собакой» и другие открытия в области нейробиологии животных, самым сложным было заставить псов не реагировать на шум медицинского прибора. Для этого четвероногим надевали наушники или вставляли специальные беруши. По мере того, как собаки привыкали к томографу, мы постепенно усложняли задание. Предъявляя подопытным запахи людей и других животных, мы выяснили, что сигнал подкрепления в мозге собаки возникает только в качестве отклика на запах хозяев и остальных домочадцев, а на запах других собак нет. И поскольку запахи эти с едой напрямую не связаны, у нас появилось первое надежное доказательство того, что собаки действительно могут испытывать некое подобие любви к близким людям, пишет ученый в книге. Дальнейшие исследования показали, что собачья привязанность к человеку настолько сильна, что животные готовы добровольно отказаться от еды ради хозяйской ласки. Они умеют различать слова и способны запоминать их смысл. Кроме того, нейрофизиологи обнаружили в собачьем мозге особую зону, позволяющую распознавать и запоминать человеческие лица. 12 июля 2018 года, 8 часов ровно. Очеловечивание человека. Почему собаки так хорошо понимают людей? Зефирный тест для попугаев. Впрочем, как отмечает в книге Бернс, с собачьей версией зефирного эксперимента его подопечные не справились. Смысл этого теста в том, чтобы испытуемые в оригинальном эксперименте были 4-летние дети, отказались от лежащих перед ними сладостей ради более желаемой награды, которую им дадут позднее. Бернс объяснил неудачу тем, что в случае собак отделить самоконтроль от дрессировки практически невозможно. Чего не скажешь о попугаях, которые, согласно австралийскому исследованию, легко проходили зефирный тест. Так попугай по кличке Гриффин научился отказываться от овсяных хлопьев ради еды повкуснее. В течение нескольких недель перед ним ставили чашку с овсянкой, и если он ее не трогал, то спустя некоторое время, от 10 секунд до 15 минут, получал конфеты и орехи. Попугай так натренировал волю, что добивался награды. Почти в 90% случаев дети не всегда показывают столь высокий результат. 25 июня 2015 года, 14 часов 04 минуты. Нейрофизиологи выяснили, почему попугаи умеют имитировать речь. Ученые обнаружили в мозге волнистых попугаев необычную матрешку из 2 слоев нейронов,
отсутствующую у других видов птиц и помогающую попугаям запоминать отрывки из речей хозяев и даже имитировать некое подобие диалога. Запомнить и использовать другая важная составляющая сознания памяти возможность на основе воспоминаний планировать свои действия. Лучше всего это удается нашим ближайшим родственникам-приматам. В известном эксперименте американского исследователя Роберта Хэмптона макакам-резусам сначала показывали картинку с нарисованной фигурой, а затем предлагали выбирать между двумя заданиями. В первом требовалось просто нажать на изображение и получить еду, во втором найти показанную ранее фигуру среди других. Это задание было труднее, но и угощение полагалось более вкусное. Животные выбирали второй тест и решали его правильно. Но потом начинали часто ошибаться, теряли к заданию интерес и переключались на более легкое испытание. Авторы работы предположили, что макаки понимают, помнят они что-то или нет, так называемая метапамять. Первое время, когда воспоминания свежие животные смело выполняли более трудный тест и получали награду повкуснее. Как только воспоминание притуплялось, обезьяны переходили на задание попроще. Похожие эксперименты проводили и на кошках в Японии. Животных по очереди запускали в комнату с 4 мисками, полными еды. Давали попробовать угощение из 2 мисок, а потом выгоняли. Спустя 15 минут кошки возвращались в комнату, но на этот раз миски были пустыми. Поиск еды животные начинали именно с тех плошек, из которых не успели поесть. Если же вначале кошкам предлагали 2 чашки с кормом, одну пустую и одну с несъедобным объектом черной шпилькой для волос, то подопытные потом интересовались только теми мисками, где прежде была еда. Исходя из полученных данных, ученые предположили, что кошки способны составлять вполне цельные модели событий на основе пережитого опыта. 28 марта 2017 года, 20 часов 41 минута ученые выяснили, как кошки на самом деле относятся к людям. Двойник в зеркале, но все же основное доказательство существования сознания — это успешное прохождение так называемого зеркального теста, разработанного американским психологом Гордоном Гэллопом. В ходе этого эксперимента на животное незаметно, чаще всего во время сна, наносят метку, которую можно увидеть только в зеркале. Если, посмотрев на свое отражение, животное заинтересуется меткой и попытается от нее избавиться, значит, оно понимает, что видит себя, и знает, как должно выглядеть, без меток. А это признак высшей нервной деятельности. Зеркальный тест в разные годы преодолевали гориллы, шимпанзе и слоны. Собственное отражение без труда распознавали даже птицы, что особенно интересно, поскольку у них нет неокортекса области мозга, отвечающей за высшие нервные функции. В известном исследовании немецких ученых 2 сороки, помещенные в клетки с зеркалами, попытались освободиться от желтых меток у себя на груди. В клетках без зеркал птицы ничего подобного не предпринимали. Знак авторского права, иллюстрация РИА Новости. Источник. Helmut Pryor, Ariane Schwartz, owner Gunter can mirror-induced behavior in the magpie, Pika Pika, evidence of self-recognition. PLOS Biology. Published, August 19, 2008. //go, org/ 10,1371. Journal. Bio. 0060202. В эксперименте немецких ученых сороки узнавали себя в зеркале и пытались избавиться от незнакомой метки. Знак авторского права, иллюстрация РИА Новости. Источник. Helmut Pryor, Ariane Schwartz, owner Gunter can mirror-induced behavior in the magpie, Pika Pika, evidence of self-recognition. PLOS Biology. Published, August 19, 2008. //go, org/ 10,1371. Journal. Bio. 0060202. В эксперименте немецких ученых сороки узнавали себя в зеркале и пытались избавиться от незнакомой метки. Считается, что с зеркальным тестом справились и дельфины. Но, как рассказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. Шершова-Ран Александр Агафонов, их подопечные афалины не распознавали себя в зеркале. Я видел сообщение, что дельфины узнают свое отражение, однако наши опыты это не подтвердили. Мы неоднократно опускали зеркало в бассейн с дельфинами, и никакой реакции не было. А эксперимент должен быть повторяемым, подчеркнул ученый.